Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 12 января. Сегодня у нас с вами пятница, последний рабочий день на этой неделе. И вы знаете, сегодня достаточно прекрасный, чудесный, волшебный, магический день. Обязательно напишите на бумаге сегодня одно слово. Именно это слово запустит определенные процессы, энергию в вашу жизнь, которые изменят обязательно вашу судьбу и произойдут те изменения, о которых вы, возможно, очень давно мечтали, думали и мыслили. И далее, друзья, все более подробно в этом видео. Давайте более подробно все обговорим, чтобы вы понимали и знали. Итак, друзья, сегодня у нас с вами 12 января. Обращаем ваше внимание, что сегодня первые и вторые лунные сутки, начало растущей луны в знаке зодиака Водолей. Хотя у нас вчера еще с вами было новолуние. Новолуние было в знаке Козерог. Достаточно такое вот динамичное было новолуние. Многие люди его прочувствовали, нам писали в комментариях в нашем чате. И вы знаете, держите обязательно вот эту планку, не уходите со своей дороги. Идите только вперед с высоко поднятой головой. Начало года, друзья, и очень важно вот сейчас закладывать фундамент. И очень здорово, что у нас сейчас с вами начинается растущая луна. Значит, мы с вами должны очень много что сделать в своей жизни и привнести новое в свою жизнь. И тогда действительно ваша жизнь заиграет новыми красками и действительно произойдут те перемены, те изменения, о которых вы так давно мечтали и ждали. Вообще сегодня, знаете, день вот старта и день начинаний. И вот первая половина дня лучше все-таки продолжать строить сегодня свои планы, прописывать. Но помните о том, что в этот день не стоит никого посвящать в свои планы, в свои мечты, в свои желания. Иначе они просто на все не воплотятся. То есть люди, которые в окружении вашем, могут вам где-то позавидовать, могут на вас как-то обидеться, неправильно отправить вам посыл, и тем самым вот эти моменты, они просто-навсего заберут вас. Поэтому, чтобы этого не было, не рассказывайте. Даже если вам задают вопрос ваши близкие, родные люди, старайтесь отшутиться, рассказать какую-то историю, но никак не говорить о своих планах. Друзья, начало года, и очень важно, вот знаете, заякорить эти мысли, эти мечты и эти желания. Кроме того, обращаем ваше внимание, что вторая половина дня уже предполагает активным действием. Но помните о том, что все-таки у нас сегодня пятница, и кроме того, все мы с вами готовимся к старому Новому году, хотя это смешно, да, звучит, особенно если мы переводим это на иностранные языки, к нам иностранцы приезжают, и мы говорим о том, что мы отмечаем старый Новый год, для них это непонятно, наша культура, наши традиции. И вы знаете, даже это прекрасно и чудесно, что мы настолько уникальны, что настолько мы яркие и интересные, что другие именно народы, другие нации нас не понимают. А как так может быть? И этим, знаете, мы большие с вами молодцы. Так вот, друзья, во второй половине дня, если есть возможность, занимайтесь своей работой, занимайтесь своим любимым хобби, увлечением. Подумайте о том, как вы можете с помощью своего хобби, увлечения привлечь деньги в свою жизнь. Помните о том, что любое хобби, которое у вас есть, может в один момент стать вашим основным доходом и принести деньги в вашу жизнь. Также сегодня хорошо осваивать какие-то новые знания, при этом в любой области. Возможно, например, вы являетесь экономистом, бухгалтером или кассиром, и у вас сегодня приходит озарение, вы понимаете, что вы хотите с чем-то еще другим заниматься, познать что-то, узнать, тем же, например, быть мастером маникюра или парикмахером.
И вот сегодня тот день, когда вам нужно осваивать, познавать новые знания. И не бойтесь, даже если вам кто-то говорит о том, что ой, как так можно, зачем это, фу-фу-фу, у тебя есть основная работа, и никуда не уходи, не надо, это только одни головные боли и проблемы. Никогда не слушайте неудачников, потому что те люди, которые вот вас говорят, что этого не стоит делать, знаете, они ничего в жизни не добились и не попробовали. Также обращаем ваше внимание, что сегодня, 12 января, возрастает и обостряется именно такая вот эмоциональная сфера. Поэтому сегодня возможны проявления агрессивности, злости, где-то жадности. Поэтому в этот день обязательно контролируйте свои чувства. Также сегодня нельзя предаваться гневу, и также следует сегодня избегать конфликтов и ссор. И поверьте, сегодня в вашем окружении, даже среди родных и близких, будут люди, которые будут пытаться с вами ругаться, спорить, конфликтовать. Поэтому ваша задача набраться терпения, набраться выдержки и, знаете, наблюдать за своим окружением с любовью. И даже если не ругаются, спорят, возможно, бьют посуду и думают о том, что они самые-самые лучшие. Знаете, это все эмоции, пройдет время, и вы поймете, что вы были правы. Также обращаем ваше внимание, если мы сегодня говорим о бизнесе, если мы сегодня говорим о деньгах, то сегодняшний день достаточно благоприятен для любых финансовых и деловых операций. Также сегодня смело заключайте контракты с партнерами, заключайте договора. Также сегодня можно покупать и продавать недвижимость, автомобили, ценные бумаги, но сделать хотим вам акцент на том, что лучше вот такой вот деятельностью, все, что связано с движимым, недвижимым имуществом, с деньгами, лучше заниматься во второй половине дня, когда уже энергии поднакопились и люди могут обладать собой. Что же касательно общения, то сегодня нужно быть очень осторожным в общении, потому что сегодня люди могут вас слышать не только так, как они хотят. То есть вы можете говорить одну информацию, а люди будут воспринимать это агрессивно или с какой-то обидой. Поэтому, если есть возможность ограничить внешние контакты, то лучше так и сделайте. Что же касательно здоровья, то этот день достаточно хорош для того, чтобы позаботиться о своем здоровье и провести чистку своего организма. Также вы сегодня можете сами определить, даже в какой-то степени вам может прийти озарение, что вам полезно и что вредно для вашего организма, и, соответственно, подобрать диету на весь следующий месяц. В то же время обращаем ваше внимание, что энергия этого дня будет стимулировать аппетит, но в то же время не стоит все есть подряд. Будьте избирательны в пище и, конечно же, будьте внимательны к своему организму. Также во второй половине дня хорошо заниматься физическими нагрузками, заниматься фитнесом, гимнастикой, а также болезни, которые начались сегодня 12 января, они легко и быстро будут проходить. Но в то же время это не относится к зубной боли. Дело в том, что сегодня наиболее уязвимой частью нашего организма будет являться челюстно-лицевой отдел. Поэтому все-таки немножечко будьте внимательны и будьте осторожны. Что же касательно стрижки волос, то стричь волосы в этот день не рекомендуется. Это может привлечь к вам ссоры, тяжбы и непонимание. На что еще рекомендуем вам обратить внимание, это на то, что сегодня, еще раз, первая половина дня больше благоприятна для построения планов, а вот вторая половина дня это для того, чтобы активно действовать. Также сегодня будут уместны щедрость, доброта и благотворительность. Деньги, которые будут даны в долг сегодня, вернутся вам сполна и даже вовремя. Но сегодня, пожалуйста, прямо себе запишите, запомните, крайне противопоказаны злость, агрессивность, раздражительность. Дело в том, что вот этот весь негатив, он к вам вернется. Поэтому, чтобы не вернулся, пожалуйста, будьте избирательны, будьте осторожны. Также сегодняшний день плох для судебных процессов и всевозможных разбирательств. Если есть возможность перенести, то, конечно же, друзья, лучше переносите.
Что же касательно общения с начальством, то сегодня контакты с начальством по любым вопросам не принесут вам ничего хорошего. То есть вы будете находиться в тупике, вас никто не будет слышать, поэтому 100 раз подумайте о том, стоит ли сегодня идти на совещание и обсуждать какие-то, возможно, глобальные вопросы. Может, уже стоит все перенести на другой день. Благо выходные, и все то, что вы сказали, то, что вы спланировали, написали, может просто на все придется повторять. Что же касательно смены места работы, то сегодня можно заниматься сменой места работы. Пробуйте, и у вас обязательно все получится. А также, как мы уже сказали ранее, сегодня отлично день подходит для любых операций с недвижимостью. Также сегодня можно устраивать небольшие застолья, но помните, все подряд мы не кушаем, и нужно есть только то, что вам действительно хочется. Если вам что-то не нравится, не заставляйте себя, ваше здоровье это и ваше тело это превыше всего. Также сегодня прекрасный день для зачатия детей, особенно для зачатия девочки и для продолжения рода. Что же касательно физических нагрузок, то этот день прекрасно подходит для физических нагрузок. Поэтому, если вы давно планировали пойти на фитнес, на гимнастику, в бассейн, то, пожалуйста, этот день как-никак кстати. Также сегодня один из лучших дней для домашних дел, поэтому, если вы хотите сделать уборочку, прибраться, перебрать что-то, то, пожалуйста, этот день будет вам даже помогать и открывать ту или иную картинку в том свете, чтобы вы осознавали и понимали, что это вам или не нужно, или наоборот это ваше. Что же касательно снов, то сны часто бывают страшными, пугающими, но они, как правило, не сбываются. Теперь, друзья, давайте поговорим о том, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 12 января. Вы знаете, выпала достаточно уникальная карта, которая звучит следующим образом. Впустите в себя правду и действуйте соответственно. Дело в том, что очень многие люди боятся услышать правду, потому что недаром говорят, что горькая правда, а ложь вот она сладкая. И многие люди пребывают в этом таком, знаете, состоянии, когда человек находится в теплой ванне, и ему хорошо, и он думает, что все вокруг него прекрасно. Поэтому лучше себя узнавайте правду. Эта правда должна быть, это может быть касаться сегодня всего чего угодно, и личных отношений, касательно работы, вашего профессионализма. Друзья, у каждого это будет свое, но очень важно, чтобы вы были честными с собой. Помните о том, только вы для себя принимаете решение, насколько вы готовы быть честны, насколько вы готовы понимать и осознавать, что происходит в вашей жизни. Кроме того, как только вы впустите в себя эту правду, вы найдете путь, который вам укажет высшие силы, в каком направлении вам двигаться. Особенно, если вы не знаете, как вам поступить, что вам нужно делать. Конечно же, не бойтесь последствий, потому что все, что делается для вас, для вашего тела, это во благо вам. Высшие силы никогда не позволят, чтобы вас кто-то обижал. Также сегодня в этот день ни в коем случае не идите на какие-то компромиссы, и ваша задача, в каких бы сегодня обстоятельствах не складывались перед вами, смотрите в лицо своим страхом. Возможно, вы давно о чем-то думали и боялись. Помните о том, что глаза боятся, а руки делают. Ну и, конечно же, те мысли, которые у вас сегодня будут в этот день, они должны быть только чистыми и только созидательными. Помните об этом. Ну а молитва, которую мы рекомендуем вам прочитать в этот день, она звучит, друзья, следующим образом. «Я прошу твоей поддержки и помощи, чтобы разобраться в своих чувствах, чтобы я мог быть милосерден и предельно честен с собой и другими. Спасибо тебе, Архангел Михаил, что даешь мне мужество и силу». Напоминаем вам, что эти слова молитвы будут в описании к этому видео. И мы рекомендуем вам вот именно эту молитву не только сегодня ее прочитать, но и написать в комментариях, отправить и опять ее прочитать. Очень важно сегодня прописывать и проговаривать. Почему? Потому что когда вы просите поддержки, особенно в такие дни, как 12 января, вы действительно можете многое изменить и сделать в своей жизни.
Друзья, так как сегодня у нас такой достаточно энергетически сильный день в отношении денег, в отношении процветания, достатка, обязательно возьмите, где вам будет удобно, и напишите одно слово. Желательно это на листке бумаги, даже если у вас есть рабочий блокнот, напишите. И это слово, друзья, изобилие. Почему именно слово изобилие? Потому что именно сегодня энергии, которые идут из космоса, они именно работают со словом изобилие. И ваша задача сегодня это слово проговаривать, прописывать. Просто берете листок бумаги и просто пишите слово изобилие. Чем больше вы это прописываете, тем лучше вы якорите и закрепляете в своем сознании и в своей жизни. Пробуйте, друзья, и у вас обязательно все получится. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно ставьте лайк. А прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.